Обитатели Иваново жалуются на приевшийся стереотип о городе невест. Дескать, если это когда-то и было правдой, сейчас все не так. Но о чем тогда город Иваново сейчас? На этот вопрос пока нет ответа. В последние годы стала оформляться дерзкая мысль, что Иваново – город авангарда. Но ведь тут и вправду достаточно соответствующей архитектуры. Именно в этом направлении выстраивает новую ивановскую идентичность фестиваль «Фабрика авангарда». Его арт-директору Марии Миловзоровой кажется, что оснований для этого достаточно. После фестиваля мне многие говорили, что вот теперь мы поняли, что все-таки у Иваново есть какое-то другое лицо, ну, кроме как город невест и даже текстильная столица России. Это миф, который еще кто-то разделяет. Ну, а может быть, и не совсем миф. Ну, это сложный вопрос, как бы его надо отдельно обсуждать. И вот говорили, да, мы теперь знаем, что Иваново – это как бы центр конструктивизма, авангардного искусства. И вот этот миф заново начинает создаваться. И, может быть, это в какой-то степени правильно, потому что, ну, все знают, что у Иваново имеет не слишком долгую историю, что на второй волне урбанизации возник этот город как действительно промышленный центр, очень, ну, сильный, яркий. И его судьба после революции, она была, с одной стороны, ну, может быть, в чем-то интересной, потому что она продолжала эту, из него как бы ковали третью пролетарскую столицу, поэтому здесь много авангарда, но в то же время и печальной, потому что каких-то других, ну, оснований, кроме производства и идеологии, для формирования идентичности людей, которые здесь живут, не было. Мне кажется, в современной ситуации такой децентрализации, которая вообще уже наблюдается, вообще события становятся инструментами развития и продвижения там, и как бы самоосознания территорий. События, в основе которых лежит какая-то культурная рефлексия, интеллектуальная рефлексия, на мой взгляд, являются наиболее полноценными в этом плане, потому что у них очень большое эхо. Провозглашение города центром раннего советского авангарда – лучший способ переизобретения русского Манчестера. Он кажется поначалу не самым очевидным, но альтернатив у него немного. Другое дело соседняя Владимирская область, которая наполнена русской древностью. Владимир – опорный узел Золотого кольца, это известно всем. Велик соблазн почивать на жухлых советских лаврах и придерживаться старых привычек. Но Владимиру этого мало. Неожиданно авангард оказывается важной городской историей. Придумалась она в кругу интеллигенции, собирающейся вокруг книжного магазина «Эйдес». Такие прогрессивные места – привычные для России точки роста. «Эйдес» изначально был создан не как, скорее, лавочка, как бы идея, что это такой бизнес-проект, он нас, собственно, с самого начала не особенно посещал, потому что мы с самого начала понимали, ну, я понимала, что на книжной торговле максимум, что можно там себе хлеб с небольшим количеством масла, собственно, как-то бизнесом это даже особенно не назвать. А хотелось даже не хлеба и не масла, а хотелось сделать так, чтобы в Владимире было жить интереснее. Во Владимир 3 года назад переехала жить Аня Брашкина. Это журналист и наш большой друг, которая посмотрела вокруг и сказала: да вы что, с ума сошли? Вы же родина Ольги Розановой. Мы такие говорим, что это такое вообще? Говорит, ну, здравствуйте. Вот. А Ольга Розанова – это один из серьезных деятелей первого авангарда. Она умерла молодой, в 32 года, в 18 году, оформляя первую годовщину революции в Москве. И у нее не было ни наследников, ничего, и она была долгое время забыта. Потом в начале 2000-х годов про нее начали потихонечку вспоминать. Мы затеяли Розановскую конференцию, их уже прошло 3 штуки. Вот следующая будет, наверное, в этом году, ближе к осени. К нам приезжают ведущие специалисты из музеев, где есть Ольга Розанова, те люди, которые про нее знают, пишут, искусствоведы и так далее. Мы организовали Розановский центр, Фонд культуры русского авангарда. Вот. И что-то делаем по этому поводу все время. Пространство Стрелецкая, 25 незаметно превращается в симптоматичное место на культурной карте Нового Владимира. К его созданию приложили руку возвращенцы, молодые люди, сперва уехавшие в Москву, но в какой-то момент решившие, что малая родина стоит вложений. Я во Владимире не жила долгое время. Я здесь закончила
университет и потом отсюда уехала. Вернулась я сюда довольно случайно и поняла, что вокруг меня совсем нет условно своих людей. Я сделала маленький киноклуб, в который начали приходить люди, которым было интересно то кино, которое было интересно мне. Через этот киноклуб я познакомилась с ребятами, которые делали в городе фестиваль современного искусства «Арт-субъект». И вот в тот год, когда я присоединилась к ребятам, нам досталось целый этаж старой музыкальной фабрики. Мы его должны были за месяц своими силами отремонтировать, организовать там кинозал, выставочное пространство. И в этой вот фабричной пыли мы все провели месяц. Я познакомилась с ребятами, которым тоже не хватало таких же условно своих. И тогда на фестивале мы поняли, что накопилась критическая масса. И как только мы поняли, что есть команда, мы стали делать это пространство. Есть понятие человеческого капитала. То есть раньше было важно, сколько у тебя земли, потом было важно, сколько у тебя заводов и пароходов, а сейчас важно, сколько у тебя интересных, креативных и соображающих, думающих вообще о чем-то людей. И в том числе для меня это пространство было точкой, где мы могли бы этих людей собрать, удержать и с ними начать как-то какой-то заварить их во взаимодействие. Но очень хотелось бы запустить какое-то образование актуальное, потому что любой человек, он сейчас должен очень быстро и очень динамично развиваться и обучаться. И нынешние институты, там, форматы, они не успевают за темпами развития общества и технологического мира. Поэтому хотелось бы, чтобы... я вижу инструментом того, чтобы люди здесь оставались, это актуальное и живое, нужное образование. Мы пытаемся найти какие-то маленькие хаки, маленькие точки, через которые можно простыми методами вывести людей на взаимодействие с городом. Например, мы делали фестиваль «Ресторанный день», где каждый человек может выйти и открыть на свой день однодневный ресторан. И оказалось, что это, в общем, даже это для людей еще сложно. Поэтому мы придумали еще более простой формат, там общий обед, скажем так, пикник, где человеку надо просто выйти к соседям и вынести свою еду, и поделиться с окружающими. Оказывается, что русский авангард и конкретно Ольга Розанова более актуальны для Владимира, чем утомительные стандарты псевдорусских сувениров. Художница, которой дорожит музей Гугенхайма в Нью-Йорке, была надолго предана забвению в родном городе. Теперь ее пробуют на роль хедлайнера владимирской истории. В этом смысле Владимир не только географически близок Иваново, где пытаются преодолеть домоткано-сексистские ассоциации. От этих опытов хочется ждать не столько успешного завершения, сколько формирования привычки к активному самосознанию.